Всем привет! Столкнулся с типичной проблемой для двигателя 2.0 CDTI в низком давлении масла. Проблема начала проявляться в подергивании стрелки индикатора давления масла, пока однажды в студеную зимнюю пору не сработал штатный сигнализатор низкого давления масла. К этому моменту у меня уже накопилось много работы по машине, поэтому все решил выполнить одним разом. Планируется произвести замену комплекта сцепления двухмассового маховика, снятие масляного поддона, ревизия и замена вкладышей и замена уплотнительного кольца, замену комплекта ГРМ и ремня ролика навесного оборудования, замену масла, трансмиссионного масла и антифриза на долив после замены помпы. И чтобы сейчас не засорять эфир, все номера и ссылки на детали я оставлю в описании. Будет интересно, оставайтесь на канале. Итак, первым делом был приобретен максимально полный комплект сцепления с двухмассовым маховиком. Его в состав вошли, собственно, сам двухмассовый маховик, корзина сцепления, диск сцепления с посадочным отверстием на 20 зубцов, выжимной подшипник, к сожалению, практически полностью пластиковый, но это один из минусов покупки данных запчастей комплектом. Кроме того, комплект расходников ГРМ и навесного, коренные и шатунные вкладыши, масляный насос с уплотнительным кольцом или втулкой, а также трансмиссионное и моторное масло и антифриз на долив. Первым делом выньте щуп уровня масла, иначе его можно зажать масляным поддоном. Так как планировалась замена масел, сливаем моторное и трансмиссионное масло. Кстати, трансмиссионное масло было достаточно грязным, и я не пожалел, что решил заменить его. Первая часть видео будет посвящена осмотру, ревизии вкладышей и их замене, также замене масляного насоса и установке уплотнительного кольца. Точнее втулки, которая мне показалась более надежной. Для начала нам нужно выровнять правую полуось. Для этого снимаем колесо, шаровую опору, вкручивая разжимающий болт. Также понадобится открутить рулевой наконечник. Как это сделать, сейчас покажу. Поддомкрачиваем через гайку наш рулевой наконечник и производим частые удары в бок основания. Поддомкрачиваем и стучим. Поддомкрачиваем и стучим. Ну вы поняли. После того, как все откручено, вынимаем шрус из ступицы, откручиваем кронштейн и полуось можно вынять. Кстати, вот для чего мы сразу слили жидкости, в частности трансмиссионное масло, так как вынятая полуось приведет к вытеканию масла из коробки. Также необходимо демонтировать колено выхлопной системы. Это первое колено, которое стоит между задней частью и сажевым фильтром. Далее откручиваем по миллиметру все болты, которые могут удерживать поддон. И, собственно, сами винты масляного поддона. Рекомендую их устанавливать в импровизированную карту, чтобы не перепутать, где какой стоял. Парочку есть очень труднодоступных винтов. Стоят они между масляным поддоном и коробкой. Чтобы добраться до них, необходимо немного подточить ключ Торекс. После того, как все винты откручены, поддеванием и сдергиваем поддон. Производим внешний осмотр коленвала и шатунов. На данном этапе никаких проблем не было выявлено. А вот, кстати, и то злополучное колечко, которое проседает и скидывает давление. Дальше снимаем крышки шатунов и осматриваем вкладыши. У снятия крышек есть определенная последовательность, ознакомьтесь с ней на вашу модель. Мы же снимали все и сразу. Единственное, нумеровали крышки шатунных и коренных вкладышей, чтобы не перепутать.
так как посадочные места самой крышки и шатуна притерлись друг к другу за годы эксплуатации. Нижние вкладыши, конечно, достаются с крышкой шатуна, а вот верхние необходимо поддавливать отверткой, при этом проворачивая коленвал. После чего тщательно моем шейки коленвала и осматриваем на предмет износа. На шейках, конечно, присутствовали потертости, вызванные вкладышами. Но есть очень простой тест на зацеп. Проведите ногтем по шейке, и ноготь должен абсолютно спокойно скользить по потертостям и ни за что не цепляться. На Opel Insignia 2.0 CDTI 5 пар вкладышей коренных и 4 шатунных. Причем на третьем шатунном еще стоит 2 полукольца для центровки коленвала. Больше всего досталось второй и третьей крышкам коренных подшипников. На них явно видны следы температурного воздействия. Как оказалось, это было связано с провернутыми вкладышами под этими крышками. На вкладышах посрывало замки и провернуло. Повезло, что нигде ничего не заклинило. Шатунные же вкладыши были в совершенно неплохом состоянии, но так как были приобретены новые, решено было заменить и их. Так как шатунные вкладыши были фирмы Glico, нам мешали замки вкладышей, поэтому они были просто обточены. Теперь самая интересная часть установки верхних вкладышей. Смотрите, как это делается. Коленвал отводится в обратное положение и, проворачивая его, подталкиваете вкладыш отверткой или любой удобной приспособой. Может потребоваться несколько проходов. Делаем так до полной установки вкладыша на свое место. Иногда необходимо подправить, чтобы замок зашел в зацеп. Затяжку обязательно делаем динамометрическим ключом. Шатунные болты зажимаются 25 ньютон-метра и потом еще доворачиваются на 60 градусов. Коренные те же 25 ньютон-метра, но уже с доворотом на 100 градусов. По моментам затяжки других болтов также можете ознакомиться здесь. После того, как все установлено и затянуто, обязательно сделайте холодную прокрутку с целью выявления зажимов, перекосов или любых других проблем, которые могут появиться на этой стадии. Самое время заняться масляным насосом. Подклиниваем наш коленвал деревянными колодками и откручиваем болт коленвала с левой резьбой, то есть по часовой стрелке. Изначально мной уже был приобретен бывший в употреблении масляный насос. После снятия родного я решил отмыть оба масляных насоса и оценить, какой наиболее выгодно поставить на машину. Прокладка нам не понадобится, будет приобретена новая. Для начала все разбираем и тщательно отмываем.
Оказалось, что мой родной насос имеет меньшую выработку, да и в целом выглядит получше, чем купленный на разборке. Это родной, а этот с разборки. Видно выработка как на корпусе, так и на ответной части. Теперь сама соль этой части видео. Установка прокладки масляного насоса. Я решил отказаться от установки оригинальной прокладки, а поставил кастомную, выполненную из алюминия, которая также уплотняется двумя кольцами. Забегу наперед и скажу, что я уже на ней проездил порядка 5000 километров. Все отлично, давление держит, полет нормальный. Внимание также нужно уделить поддону, разобрать его и отмыть. У меня даже можно было встретить частицы разрушившихся вкладышей. Намазываем сам поддон герметик прокладкой, а также промазываем ответную часть и новую алюминиевую вставку. Устанавливаем поддон на свое место и зажимаем все винтами. Не забудьте сразу вкинуть два винта между самим поддоном и коробкой, иначе потом их доустановить будет крайне сложно. А сейчас немного передохнем и перейдем ко второй части замене ГРМ и расходников навесного оборудования. Для этого снимаем воздушный фильтр, глушим впуск турбины, снимаем защитную накладку ремня ГРМ и снимаем правую подушку двигателя. Запоминаем, как стоял поликлиновый ремень, его снимаем в первую очередь. Далее расставляем газораспределительный механизм по меткам и на эти же метки совмещаем метки нового ремня. Здесь я не углубляюсь, в интернете есть очень хорошее видео на польском языке или немецком, не помню уже. Кстати, не забудьте и подпишитесь, ведь это все для вас. Ну и наконец мы добрались до третьей части данного видео. Это замена комплекта сцепления с двухмассовым маховиком. Поехали! Так как будет отстыковываться коробка, необходимо под двигатель поставить упоры. Одинаковые колодочки отлично подойдут. Откручиваем силовые управляющие провода от стартера. Снимаем фишки датчиков, трубки, патрубки и так далее. Все, что нам будет мешать в отстыковке коробки передач. Также снимаем уже левую полуось. Далее снимаем аккумулятор, аккумуляторную площадку, чтобы добраться до тяг. Отстыковываем сами тяги и снимаем кронштейн, на котором они держатся. После чего нам открывается доступ к двум болтам, находящихся в верхней части нашей коробки. Далее приопускаем подрамник, а лучше вообще его снять. Затем просто отодвигаем нашу коробку. У нас появляется доступ к двухмассовому маховику и корзине сцепления. Откручиваем корзину и двухмассовый маховик. На коробке откручиваем выжимной подшипник. Как видим, старый подшипник шелестит и свободно вращается. Новый же тихий и плотный. Затем повзвешивал старые и новые части комплекта сцепления. Так двухмассовый маховик немножко оказался легче старого. А вот корзина сцеплением подизносилась и уже была легче новой. Старый и новый диск сцепления примерную толщину показали одинаковую, около 7 мм, но старый диск уже был более рыхлый. Двухмассовый маховик совсем уже был в плохом состоянии, он вращался в одну сторону на очень большое количество градусов. Хотя у производителя Sachs это вращение должно составлять всего 3 зуба. Я думаю, это где-то в районе 10 градусов. Кроме того, у маховика был продольный люфт, он барабанил и шатался. Новый вращался, как и положено, в обе стороны и, как говорится, был плотничком. Устанавливаем все в обратной последовательности. Двухмассовый маховик, диск сцепления, корзина сцепления. Далее производим заливку всех жидкостей. Для трансмиссионного масла лучше использовать заправочный шприц. Педаль сцепления провалится, поэтому для ее прокачки необходимо самостоятельно рукой опускать и поднимать вверх и вниз, при этом зажимая и разжимая прокачной штуцер, как при прокачке тормозов.
Только теперь можно вернуть щуп на место, вынять реле подачи топлива и сделать холостую прокрутку, установить на место и завести двигатель. Как видите, все работает. Скажу вам откровенно, работали непрофессионалы, но если никуда не торопиться, все делать с головой, все у вас получится. Давление масла на холодном двигателе пришло в норму. Как, собственно, и на горячем двигателе. Отмечается прежняя плавность и синхронность прибавления оборотов и давления масла. Делаем себе напоминалочку, когда что заменено и установлено. Всем ровных дорог и не ломайтесь. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.